только что там море, наверное, правда? Ой, море, смотри, море, солнце. А ты сидишь в ресторане и кормят тебя всякой колбасой. Да, ну-ка, давай-ка, давай. Вот здесь смотри, да. И свежий воздух там, и красиво. Бедная моя собака с тоской смотрит вдаль. Ну, такая его собачья жизнь. Наслаждаемся тишиной. Причем в баре испанцев нет, почти одни англичане, но тем славится Нерха. Очень тихо, играет легкая музыка, то есть такой чиллаут. Супер. А мы находимся в прекрасном городе Нерха. Нерха находится от Малаги чуть севернее, да, в сторону Альмерии, примерно где-то в 40 километрах. То есть город чем славится? Вот этими потрясающими пляжами и цветом воды. То есть дно здесь каменистое и каменисто-песочное, песчаное. Поэтому цвет воды, ребят, фантастический. И как вы можете видеть, сейчас конец сентября, народ полностью на пляже. Совершенно не создается ощущение, что лето заканчивается. То есть полная иллюзия того, что мы находимся где-то в июле месяце. И, знаете, конечно, вот глоток вот этой свободы, вот этого вот пространства, видите, какая красота вокруг, конечно, дает ощущение неповторимого счастья. Ну, естественно, заряжает, и понятно, для чего ты работаешь, что ты делаешь. Вот хочется, прям душа поет, не плачет. Смотрим Нерху. Знаете, в чем кайф незапланированных путешествий? Когда ты не идешь по определенному маршруту, а неожиданно попадаешь в совершенно места, в которые ты не планировал попасть. И видишь такие вещи, вот, например, балкон Европы. Много лет я возила экскурсии, да? Я всегда подъезжала рядышком, парковалась. Видите, я вам его приближаю, вот этот мыс, сейчас мы до него дойдем. И мы смотрели, отмечали там место пребывания и благополучно уезжали там либо в пещеры Нерха, либо еще куда-то дальше. Но вот с этой стороны сфотографировать балкон Европы мне ни разу не удавалось. А сейчас у нас, смотрите, какая потрясающая возможность это сделать есть. И прям, ну это очаровательно. Мы с вами путешествуем по разным городкам, да, маленьким андалусийским городкам. Все они беленькие, все они находятся здесь, на юге Коста-дель-Соль. Но посмотрите, вот чуть-чуть шире улица, более белые, более чистые стены. И совсем другой вот Калинкор, несмотря на то, что те же самые, казалось бы, магазинчики, небольшие кафешки, рестораны, но вот какие-то маленькие такие вот детали, они, конечно, отличают один город от другого. И по атмосфере вот это чувствуешь. Это очень сложно передать на камеру, но прочувствовать это очень просто. Вот, казалось бы, едем в очередной белый городок. А удовольствие получаем, эмоции получаем абсолютно разные. Видите, даже собака замерла в восхищении. Конечно, как не восхититься. К балкону Европы пошли. Король Альфонсо XII 12 января 1885 года назвал это место и эту смотровую площадку балконом Европы. Вот так до сих пор и стоит здесь, любуется на красоту моря.
Ну, вот так примерно это выглядит. Когда будете в Испании, на Коста-дель-Соль, в городе Нерха, и попадете на балкон Европы, вот станете вот на эту точку, и вот так вот вокруг себя повернетесь. Видите, это тоже такие часы своеобразные, да, как мы уже с вами не раз видели. А вот тот мыс, с которого мы снимали эту точку. То есть теперь мы вот, если вы смотрите сторис, то есть вы видите, что тот вот самый мыс, где мы как раз обедали. Собака моя счастлива, я вижу. Кстати, вот это хорошая гостиница. Можно остановиться. Внизу Черенгита, пляж. Вполне себе ничего. Ой, как говорится, какое путешествие без хорошего ресторанчика. И очень хорошо, когда удается встретить такое уютное местечко, где, в принципе, мы сейчас и находимся. Единственное, что вот пытаюсь вам сосредоточить на море, но море не видно, оно прям все в белой какой-то, в белом свете, не знаю. Просто много света сзади, а даже фотка не получается. Ну, в общем, шли мы на балкон Европы. Шли, поняли, что солнце бьет нещадно. Мы еще так попозже выехали, потому что были другие планы. Мы в последний момент все поменяли. Поэтому под самое солнце, как мы любим, прям солнцепек без крема, чтобы вот прям загар прилипал и тебя прям побоялись, что съест он нас. Причем, видите, ветерочек-то такой коварный. Вот решили присесть, немножечко перекусить. Я вам покажу, чем мы будем перекусывать. Да, я еще никогда не делала дегустацию, точно. О, новый формат. Смотрите, понравится, нет, напишите потом в комментариях. Как наша собака не попьет воды в ресторане? Это же невозможно. Тем более мы нашли такое местечко, посмотрите, какое хорошенькое. Такое очень... Мы сначала клюнули вот на эти зеленые зонтики, как вы видели, но когда попоили собаку, и причем его так, его встретили так по-доброму. И вот, смотрите, вот тут вот ресторан, смотрите, какая красотень. Мы сейчас что-нибудь здесь перекусим, как раз это на берегу моря. И будет очень даже хорошо, и попробую раскрутить. Как раз успеваем на просмотр видео. Сейчас дам анонс. Вот это вот плато, вот эта тарелка называется «Surtido entre mesas». Переводится это примерно так. То есть у испанцев вообще есть такая привычка есть из одной тарелки. Это правда. И кто со мной не согласен, тот Испании не знает. То есть вот такая вот тарелочка, она приносится для того, чтобы вся компания могла потихонечку с нее потаскать. Ну, сегодня мы заказали Tinto de Verano, это тоже отдельная история. И Клара. Вот так сидим. Tinto de Verano, красное лето, так переводится название вот этого напитка. Я его не случайно поставила на красный диванчик. Это красное вино смешивается от один к 3 с газированной водой сладкой, в данном случае как бы лимонного вкуса. Теряет градус, да, не особо ты как бы напиваешься, но в то же время немножко расслабляет, и это прям замечательно. Вашему вниманию представлена Клара. Что такое Клара? Я бы сказала, это наш советский буратино, газированная вода. Я уже когда-то об этом говорила. Но на самом деле это пиво, тоже смешивается 1 к 3. Да, вот такое прозрачненькое. Смешивается 1 к 3 пиво и также сладкая газированная вода. То есть эти напитки очень хорошо оба охлаждают, как бы немножечко расслабляют. Ну и не такие уж они алкогольные. Такая вот экскурс в историю. Смотрите, немножечко небольшой лайфхак. Когда находитесь в ресторане, да, как бы вам его не рекламировали, проверьте, хлеб теплый или нет. То есть в хороших ресторанах, где хорошая качественная еда, как правило, хлеб подогревают. Тем самым они, скорее всего, заботятся о своих посетителях. Я это так расцениваю. Мне всегда приятно, когда хлебушек слегка подогрет. Помните голубой паровоз? Как там? Голубой вагон бежит, качается. Вот это как раз, наверное, отсюда он и качается. А там скорый поезд, который путь набирает, это когда тебя домой увозят. Вот у Иринки сейчас такое настроение. Она снимает голубой вагон, а у нее с утра сегодня самолеты в небе. Она все пересчитала, пока мы на балконе завтракали.
Один полетел, второй полетел, третий полетел. Все самолеты пересчитала, домой уже собирается вовсю. А мы идем по центру, смотрите, какая тут лепота. Но мы уже покушали, слава богу, на берегу. Знаете, чем очень сильно славится Нерха и же с ней? Это вот своими фруктами, томатами. То есть в Нерхе, в принципе, выращивают все фрукты и овощи побережья. Очень много. То есть, видите, мы видим тут черемоя. Ну, кстати, вот драконий плод, его завезли, скорее всего, с Тенерифе, потому что, как я знаю, его на Тенерифе выращивают. А здесь, посмотрите, какое изобилие: манго, авокадо. А смотрите, какие помидоры. Это же помидорная провинция. Здесь же гранаты. Ну, просто такой маленький вам экскурсия. Просто цен нет здесь. Опять же, манго, хурма. То есть такой достаточно богатый магазинчик, сливы. Он прямо сейчас открылся. Вот и закончилось наше очередное путешествие в один из белых андалусийских городов. Сегодня мы были в Нерхе, куда мы поедем завтра, никто не знает. Но я очень надеюсь, что наше путешествие вам нравится, и вы об этом напишите в комментариях под этим видео. А я с вами не прощаюсь, потому что вот-вот-вот скоро выйдет следующее видео, и мы опять с вами встретимся. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.